Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный домашний хлеб быстрого приготовления. Будет, как всегда, вкусно, и если вам рецепт понравится, то обязательно ставьте лайки. А мы начинаем готовить вкуснейший домашний и, важно, хрустящий хлеб. Поехали! Сегодня будем делать хлеб на основе обычных дрожжей. Не на биге, не на пулише и не на закваске, а классические пивные дрожжи, но с минимальное количество дрожжей, конечно. Гидратация в тесте будет составлять 70%. Я беру 250 граммов муки и исчисляю по форму, и у меня получается 175 миллилитров воды. Использую обычную холодную воду из-под крана и наливаем ее в миску. Туда мы добавляем 3 грамма дрожжей и хорошо их растворяем, чтобы комочки ушли. Далее добавляем муку. Сегодня у меня два вида муки. Первая со силой 220 и минимальное количество протеина 12%. Вторая семулина. Она придаст хлебу более насыщенный вкус, легкий золотистый оттенок, мякише и делает структуру более упругой и слегка зернистой, благодаря чему хлеб получается интереснее по структуре. Обязательно муку пшеничную мы просеиваем. Теперь добавляем соль 6 граммов. Теперь мы хорошо перемешиваем наше тесто. Нам нужно, чтобы все ингредиенты объединились и стали однородной консистенции. После этого мы оставим наше тесто, чтобы отдохнуло где-то 1,5-2 часа. На аутолизе мы его оставим. Пока оно отдыхает, мы будем заниматься со Stretch and Flow, будем его растягивать. Таким образом мы будем тренировать клейковину, и наш хлеб получится очень хороший, то есть мякиш будет однородный, воздушный, и хлеб получится очень хороший. Наше тесто уже готовое, оно однородное, поэтому я его разрешаю на отдыхе в мисочке. И обязательно мы его накрываем шапочкой. В моем тесте, в моем случае, я использовала 200 грамм обычной мукой и 50 грамм всего лишь семулина. Теперь мы его оставляем на аутолизе, и пока он происходит, мы будем делать где-то 3-4 подхода Stretch and Flow. Прошло 30 минут, вот как наше тесто отдыхает, и теперь я вам покажу, как сделать растягивание Stretch and Flow. Снимаем, конечно же, шапочку, и с рукой нам нужно его растянуть, поэтому мы ее смачиваем водичкой, берем один край и начинаем вот так растягивать. Растянули и положили сверху. Теперь тесто менее прилипает к рукам. Опять водичку и берем соседний край. Взяли, растянули и тоже сверху. Водичка. Третий край. Берем, растягиваем и сверху. И четвертый. То же самое. Берем, растягиваем, насколько это возможно, и сверху. Теперь мы опять закрываем с помощью шапочки и оставляем его еще 30 минут отдыхать. А после этого мы повторим нашу процедуру. Наше тесто готово, поэтому мы переходим к предварительной предформовке. Предварительная предформовка – это этап, когда тесто придают базовую форму заготовки, чтобы создать поверхностное натяжение и подготовить его к окончательной формовке. Теперь мы снимаем шапочку. Чуть-чуть смазываем наши ручки обычной олеей растительной. И так же самое мы делаем с нашей поверхностью. Буквально капельку. И отправляем наше тесто в середину. Теперь, что делаем? Мы начинаем каждый один край вот так натягивать к середине. Берем и натягиваем. Берем и натягиваем. Все к серединку. Таким образом мы делаем натягивание. У нас получится такой колобочек. Вот и вот. Теперь приворачиваем и с помощью вот этих частей наших рук чуть-чуть вот так по столу мы его, скажем, ерзаем. Вот.
сделали. У нас получилась идеальная гладкая консистенция сверху. И оставляем его здесь на минут 15-20, чтобы оно отошло от стресса. И обязательно мы его накрываем, чтобы, как вы знаете, чтобы оно не засохло. А после этого мы сделаем окончательную формовку. Наше тесто уже отдохнуло, поэтому мы переходим к финальную формовку. Это передание теста окончательной форме пред расстойкой. Именно на этом этапе формируется структура будущего хлеба и разделяется внутренний газ. Поэтому убираем мисочку, чуть-чуть смазываем наши ручки масличком, буквально чуть-чуть. С помощью шпателя вот так поддеваем под тесто и его разворачиваем. Теперь нам нужно сделать вот такой, скажем, прямоугольник. Вот так разделили. И вот этой части натягиваем и вот так в серединку. Закрепили. Вот эту часть, левый край, мы протягиваем и тоже к середине. То же самое мы делаем и с наш правый край. Вот так нахлест. И дальше мы берем и начинаем вот так этого все закручивать в рулетике. Поворачиваем. Шов должен быть сверху. И вот так защипываем вот соединение шва. И перемешаем наше тесто в расстоечной корзинке. Предварительно я ее чуть-чуть с мукой рассыпала, чтобы тесто не прилипло. И вот так я отпускаю. Вот какая у меня красота получилась. Теперь мы накрываем с помощью пищевой пленки или с помощью шапочки, что у вас есть под рукой. И оставляем в холодильнике где-то на 2-2,5 часа. А после этого мы будем выпекать наше тесто в предварительно нагретую духовку где-то за час на 200 градусов. Я буду выпекать свой хлеб в чугунную кастрюлю. Если у вас ее нет, вы можете взять любую другую кастрюлю, которая имеет толстые стенки. Кастрюля тоже обязательно должна быть хорошо нагрета. Как сама кастрюля, так и ее крышка. Ну все, увидимся чуть позже. Наш хлеб уже готов. Он отдохнул в холодильнике где-то 2 часа. Он, кстати, увеличился уже в объеме, можете даже посмотреть. И теперь мы будем его выпекать. Тесто в никаком случае вам не нужно после холодильника оставлять в теплоте, скажем, чтобы оно согрелось. Нет, это неправильно. И также, чтобы мы его перенесли в кастрюле, нам понадобится вот такой пергамент. Или если у вас есть специальный коврик. У меня его нету, поэтому я себе вырезаю вот такая заготовка пергамента, где я переношу свой будущий хлеб и там его уже дооформляю. Также нам понадобится вот такой специальный ножик, лезвие для хлеба. Если у вас его нету, вы можете взять просто от мужа обычно вот это лезвие и порезать его красиво, сделать красивые узоры можете, или это пропустить и просто сделать красивый разрез. Разрез должен быть где-то около сантиметра, он должен быть глубокий. А если вы делаете какие-то узоры, они должны быть как царапинки, еле-еле сверху. Давайте сейчас я вам покажу поближе и все нагляднее. С помощью пергамента накрываем расстоечную корзинку и очень аккуратно извлекаем тесто от нее. Затем легкими движениями руки равномерно распределяем муку, оставшуюся на поверхности. С помощью лезвий делаем узоры. Разрезы должны быть поверхностными. Мы лишь слегка царапаем тесто, не углубляясь. Затем выполняем основной разрез по центру буханки от одного края до другого, глубиной около 1 сантиметра. Далее быстро переносим заготовку в горячую чугунную кастрюлю. Добавляем немного воды. Это поможет хлебу лучше подняться во время выпечки. Сразу закрываем крышкой и отправляем в духовку выпекаться. Маленькое пояснение, как мы будем выпекать наш хлеб.
Первые 20 минут он будет под крышкой и будет выпекаться на температуре 200 градусов. После этого мы снимаем крышку и оставляем его при температуре 180 градусов на минут 15. Все зависит, конечно, от ваших предпочтений, насколько вы хотите, чтобы он подрумянился. Все, наш хлеб уже в духовке, и после этого я вам покажу наш результат. Ребята, наш хлебушек готов. Он получился замечательный. Сверху хрустящая корочка, а внутри мякиш, очень мягкий. Поэтому, если вы любите печь домашние хлеба, то, пожалуйста, попробуйте данный рецепт. И я уверена, вы будете в восторге. Тем более, здесь минимальное количество дрожжей. Понравился рецепт? Обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!